Всем привет! Решил записать серию видео в большей степени для тех, кто начинает работать с кожей. Значит, видео будут сняты на тему установки фурнитуры, основных разновидностях фурнитуры, о том, как ее устанавливать, о размерах, как выбрать и так далее и тому подобное. Вот. В этих видео я буду показывать ручной установщик, то есть у меня нету пресса, и я буду показывать, как работать с ручным установщиком для той или иной фурнитуры. Значит, сегодня мы поговорим о таком понятии, как люверс. Люверс или блочка. Значит, выглядит люверс вот так вот. Это такое вот кольцо с цилиндрическим выступом. Значит, они состоят обычно вот так вот из двух частей, но нередко такие люверсы устанавливаются просто вот одним кольцом. Есть специальный установщик с такими вот ребрышками, который делит вот этот выступ на такие сектора, и потом при установке они загибаются и зажимают тот материал, на который мы ставим сам люверс, вот таким вот цветочком. Ну, я обычно заказываю такие вот двойные люверсы с двумя кольцами, и сам установщик у меня соответствующий под такую вот фурнитуру. Значит, они есть разного размера. Что касается размера выбора, тоже долго с этим как-то, не знаю, разбирался. Они отличаются от диаметром внутреннего отверстия. То есть, к примеру, если здесь у меня сейчас в руках 10-миллиметровый люверс, то есть его диаметр вот здесь внутреннего отверстия 10 миллиметров. Есть у меня еще то, что в наличии, это вот 7 миллиметров люверс, и есть вот 5-миллиметровый. Есть еще меньше, но у меня нету. Я себе не заказывал, хотя эти люверсы я вообще очень редко ставлю на изделия, но взял себе, чтобы просто разобраться в данном вопросе и понимать, что к чему. Значит, в зависимости от размера люверса для него есть установщик. И установщики эти отличаются. Отличаются чем? Значит, по моим наблюдениям, чем больше люверс, вот, к примеру, люверсы от 8 мм и выше, для них идет вот такой вот установщик. Значит, установочная площадка с отверстием, и сам боек идет с таким конусным выступом. Вот. Эти установщики для больших размеров люверсов. Если люверсы идут меньшего размера, к примеру, вот возьмем пятерку, здесь уже другой установщик. Вот такой вот выступ на установочной площадке конусный, и сам боек идет с отверстием. То есть у нас здесь идет все наоборот. Ну и сам процесс установки, он тоже немножко отличается. И в принципе сейчас я расскажу, чем. В общем, думаю, что с самим понятием люверса все понятно. Часто их используют как декоративный элемент на ремнях, для брелки, чтобы было колечко более аккуратное, да, чтобы отверстия в коже как-то переаккуратить и сделать более красивыми. Вот, теперь же поговорим об установке. Значит, для установки люверса нам нужен кусок кожи. Ну, или материала, к примеру, не обязательно кожа, то есть это может быть картон, там ткань, кусок кожи, к примеру, сегодня. Это будем использовать кожу, пробойник такого же диаметра, как и люверс, то есть вот 10 мм диаметр, отверстие, которое делает пробойник, и он подойдет нам для вот этого вот люверса. То же самое есть вот для 7 мм и для 5 мм у меня вот эти вот пробойники. Я уже пробил отверстие, то есть у нас вот такой вот
кусочек кожи есть. Вот такой вот с 5-миллиметровыми отверстиями. И вот под десятку. Значит, сам способ установки больших и маленьких люверсов, он отличается. Значит, начнем с большого люверса. Как он устанавливается? Есть вот такая вот площадочка с отверстием. Есть сам люверс. И есть кусок кожи с отверстием. Что мы делаем? Мы, значит, ставим вот это кольцо с цилиндрическим выступом. Вот таким вот образом ставим на эту... Ой, секундочку. Ставим сюда. То есть оно сюда ложится. Хорошо. Теперь сам кусок кожи ложим лицевой стороной сюда вот. Сейчас покажу. Вот одеваем на люверс. Зачем лицевой стороной? Если вдруг мы поставим люверс и вот здесь будет некрасиво, что-то там разорвется, это кольцо как-то установится некрасиво, то эта сторона у нас будет как бы спрятана, а лицевая будет красивая, с правильной формой, так, колечком. Вот. И сверху ставим вот это кольцо. Если вы видите, то оно внутрь немножко загнуто. То есть вот этой стороной мы ставим его поверх. Вот. Ну и дальше берем уже установщик. Конус вставляем в отверстие и пробиваем. И вот что у нас получается. Все хорошо загнулось. И здесь вот установился он отличненько. Вот так вот выглядит конечный результат установки люверса. То есть с обратной стороны он тоже хорошо здесь стал. Кольцо получается вот только в одном месте здесь лопнуло. Но стало довольно хорошо. Так, это что касается большого размера люверсов. Вот, то есть все отложим в сторону. Значит, установка маленьких люверсов, она будет отличаться. И я не сразу это узнал, как бы только методом проб и ошибок, чем она отличается. Раньше что я делал? Раньше я, допустим, брал люверс, одевал на вот этот вот выступ, потом одевал сверху кожу. Все как в предыдущем варианте установки. Потом, сейчас, секундочку. Колечко такое маленькое, неудобно убрать. Потом ставил сюда кольцо. Вот так вот. И сверху, вот чтобы вы видели, значит, одевал и пробивал это все. Но дело в том, что очень часто получался результат, что кольцо такое разорванное или только половину загнуло, половина осталась. В общем, было некрасиво. Я подумал, что все из-за того, что как бы ставлю не прессом, а ручным установщиком. Поэтому все так кривовато. Рука ушла туда, рука сюда. В общем, угол немножко поменялся и как бы установилось уже неправильно, некрасиво. Но, как оказалось, все намного проще. То есть с этим установщиком все чуть-чуть иначе. Последовательность действий немножко другая. Если мы возьмем, значит, нам изначально нужно взять вот это колечко. Так. Одеть его вот сюда. Потом берем кожу. Кожу бахтормой одеваем на это колечко, потому что оно с той стороны как бы будет у нас загибаться. Вот. И само вот это кольцо одеваем последним, продеваем вот так вот. То есть вся конструкция выглядит вот так. Так как у нас на маленьком колечке там есть небольшой загиб внутрь, то при установке
при загибе оно там подхватывается и как бы прижимается к коже. Сейчас я покажу, в общем, сам результат такой установки. Вот, у нас получается это внешняя сторона, это получается обратная сторона. Полностью кольцо равномерно загнулось. Оно там вот раскололось в двух местах, но это вообще не критично. То есть это будет обратная сторона. Лицевая получается вот так вот. И у нас выходит, что никакой деформации не произошло. Вот такая вот хитрость с установкой именно маленьких таких люверсов маленького диаметра. То есть установка между маленькими и большими, она вот так вот отличается. Ну и последнее, что хочу вам показать. Просто, что можно, допустим, вот если у вас люверс, к примеру, большого диаметра, можно вот так вот загибать кожу. Вот тот же установщик у нас. Такой же ставим сюда кольцо. Просто как, что можно им сбивать и, допустим, сжимать две кожи, как хольнитеном, два слоя, делать вот такие вот варианты. Сейчас покажу. И вот. И вот так вот. Это с обратной стороны он так загнул, это с лицевой. И получается такая вот штучка, можно там разные брелки делать. Но главное, что чем больше люверс, тем толще кожи вы можете сбить. Вот таким вот образом. То есть несколько слоев. Получается такой вот результат. В общем, надеюсь, все понятно рассказал. И видео будет для вас полезным. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо за просмотр.